Ready? Yes. Good. Yes, here we are. Great. Okay. So good evening to everybody. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Как вы? Okay. Okay, I will start. I'm a little late today, but we will make the best out of this webinar. Начнем немножко с запозданием, но сделаем по максимуму того, что мы планировали на этом вебинаре. Okay, again, Jenny will translate. I'm very thankful to her. Thank you. Я Женя, я буду переводить. I will do a short introduction first into what we do here. Сначала Роберто сделает небольшое вступление про то, что мы здесь делаем. Then about the issue of today. И немножко о теме сегодняшнего вебинара. And then we will do exercises to really train on a physical experience what it is about to take choices or not to take choices in life. И затем мы сделаем физические упражнения, которые будут посвящены тому, что такое делать выборы или не делать выборы в жизни. Okay, so I'm Роберто Эспинагосой. I'm practitioner of the Greenberg method. Я Роберто Эспинагосой, я практикую метод Гринберга. And I work in Barcelona and in Moscow usually. И обычно я работаю в Барселоне и в Москве. Yeah, but now it's not possible, so I only can work online. Но так как сейчас это невозможно, то сейчас я только могу работать онлайн. And what I do is I offer individual consultations and webinars. И сейчас я предлагаю индивидуальные консультации и вебинары. And starting from next week, we will start to offer the seminars that we used to do in the weekends in Moscow, but on a different format online. И со следующей недели будет предложена серия занятий, семинаров, которые обычно Роберто делал в Москве на базе работы в течение 2 выходных дней, но теперь, в силу того, что это невозможно, он переделал другой формат, который будет онлайн. Yeah, so I will send you information later about this. И позднее он пришлет информацию об этом, о новом формате занятий. So to make it short, what the Greenberg method is, it's a discipline of body attention. Коротко о методе Гринберга – это дисциплина внимания тела, телесного внимания. Yeah, we learn to become aware how we experience life through the body rather than through the mind. Мы учимся тому, как воспринимать жизнь и проживать опыты через тело, а не через ум. This allows us to become aware of what we do in our bodies to harm us. И это позволяет нам быть осознанным, проявлять осознанность в том, что мы делаем со своим телом и что наносит нам вред. This can be an unnecessary effort that I'm holding. Может быть, это могут быть ненужные усилия, которые я предпринимаю. An unhealthy breathing. Или нездоровое дыхание. A posture that is not comfortable really. Какая-то поза, которая на самом деле неудобна. But it can be also repetitive thoughts. Или это могут быть повторяющиеся мысли. Or heavy moods. Или тяжелое настроение. Yeah? So when we hold all of this without any body attention, когда мы все это держим и не проявляем внимания к телу, it eats our energy and we become weak. Это съедает нашу энергию, и мы становимся слабыми. And then we cannot focus on our true goals in life. И тогда мы не можем сфокусироваться на наших настоящих целях в жизни. So when we train body attention, когда мы тренируем внимание тела, and we notice what we do to ourselves, и обращаем внимание на то, что мы делаем с самим собой, then we have a very good chance to
stop doing it. Тогда у нас появляется очень хороший шанс перестать делать это. So if you see, stopping is a choice. То есть, как вы видите, остановка — это выбор. Often we feel in life we have no choices. Очень часто в жизни нам кажется, мы чувствуем, что выбора нет. Somehow we don't believe that we can just stop something, for instance, a heavy mood, because we are always in this mood. И на самом деле мы часто верим, что мы не можем остановить что-то, например, плохое настроение, просто потому что мы все время в плохом настроении, в этом It настроении. looks like this mood is us. Yeah? И нам кажется, что это настроение — это и есть мы сами. But this mood is only a habit, nothing else. Но это настроение — это всего лишь привычка и ничего больше. You see, our body is designed to survive. Наше тело сдизайнировано для того, чтобы выживать. This means that it has to manage in the best way possible all its energies. Наилучшим способом оно должно управляться со всеми этими энергиями. That would means that it cannot afford to waste energy just, for instance, in a continuous heavy mood. И это значит, что тело не может себе позволить просто тратить энергию на какое-то продолжительное плохое настроение. Or, to say the way around, Или, можно сказать по-другому, с другой стороны зайти. to hold a heavy mood for the body is an effort. Для того, удерживать плохое настроение для тела является усилием. So as soon as we become aware of this effort, И как только мы начинаем замечать это усилие, for the body it's not just easy, but it's a pleasure to let it go. для тела не просто легко, а это доставляет большое удовольствие отпустить эту привычку. Yeah, it's just our mind that resists letting go. Это только наш ум сопротивляется этой отдаче, этому расставанию с настроением. Yeah, it doesn't believe that changes and choices are really possible. Потому что ум не верит в то, что выбор реально возможен. But this is because our mind is designed to know. Это потому что наш ум сдизайнирован для того, чтобы знать. And as we cannot know the future and the consequences of new choices, А так как мы не можем знать будущего и не можем знать последствия новых выборов, our minds rely on what they know from the past. наш ум основывается на том, что мы знаем из прошлого. And then it tries to maintain things as they were. И, соответственно, ум пытается настроить, вернуться к вещам, которым он знает. Our minds are terribly scared of not knowing. Наш ум страшно боится незнания. But on the other side, our bodies suffer when they are stuck in a repetition of any kind. Но, с другой стороны, наш ум... Our bodies suffer when they are stuck in a repetition of any kind, the bodies. Наше тело страдает от того, что оно застревает в любых повторениях. So, for instance, always the same habits, Постоянно одна и та же привычка, одна и та же еда, always the same place to go, одно и то же место, куда мы ходим. or staying for years in a relationship that doesn't work, Или когда мы остаемся годами в отношениях, которые не работают, or a job where you don't evolve. или в работе, которая нас не развивает. And this, with time, is unhealthy for us, for the body. И с течением времени это становится нездоровым для тела. And we develop symptoms. И тогда развиваются симптомы. Still, as humans, we adapt nearly to everything. Мы, как люди, можем адаптироваться практически ко всему. Also to a life full of routines. И в том числе к жизни полной рутины. Yeah, so if you look at our lives, we get up in the same way, same direction, same showers, same coffee, same brushing the teeth in the same way. Если мы посмотрим на то, как мы живем, то мы все время делаем одни и те же вещи. Мы одинаково встаем, одинаково чистим зубы, одинаково пьем кофе. Yeah, the way we talk to people. То, как мы одинаково разговариваем с людьми.
the way we eat. то, как мы Yeah. едим. Even dreaming about vacation. Yeah, we have sort of quite a standard. Yeah? My dream is Tahiti, and I always dream of Tahiti. Yeah. И даже когда мы мечтаем о путешествиях или о каникулах, то мы всегда делаем это определенным образом. То есть, например, я мечтаю поехать на Таити, и вот моя мечта всегда Таити. Yeah, why not Kamchatka? No, Tahiti. Always Tahiti. Почему, например, не Камчатка? Нет, Таити. Всегда Таити. So, yeah, we do this because it feels safe. Мы делаем так, потому что это ощущается как безопасное поведение. And this is why we keep it. И именно поэтому мы его и сохраняем. So again, to do choices, yeah, is scaring. То есть, еще раз повторю, что делать выборы – это рождает чувство страха. Yeah, we open new doors and we don't know the outcome. Мы открываем новую дверь и не знаем, что-то за ней нас ждет. On the other hand, yeah, every choice is a chance to develop lives in a new direction. С другой стороны, каждый выбор – это шанс развить жизнь в другом направлении. Every small choice that we do intentionally does this. Самый маленький выбор, который мы делаем с намерением, позволяет сделать это. But we don't live with this awareness. Но мы не живем с этой осознанностью. Instead of developing our life out of little choices, continuous little choices, Вместо того, чтобы развивать свою жизнь маленькими выборами, маленькими следующими друг за другом выборами. These choices mean also we listen to our heart, we listen to our soul, to our will. Потому что эти выборы также означают, что мы слушаем свое сердце, слушаем свою душу, слушаем свои желания. And mostly we live as automats. А на самом деле чаще всего мы живем как автоматы. And this generates a heavy and unpleasant sensation in life. И это создает очень тяжелую и неприятное ощущение в жизни. So the first choice of all is which kind of life we want to have, the continuous safe life, or if we want to try, because it's only trying, to start focusing our attention on making choices. Поэтому первый выбор – это то, какую жизнь мы хотим вести. Жизнь, которая исходит из автоматизма, или жизнь, в которой мы пробуем, а это всегда только проба, жизнь, наполненную решениями, наполненную выборами. And as you are here, I guess that today we want to try exactly this, okay? So I want you to be curious and really to try. Ну, так как вы сейчас сегодня со мной здесь, то я предполагаю, что вам как раз интересна жизнь с выборами, и предлагаю вам проявить любопытство и попробовать. The first thing we will start now with the exercises is we need somehow that our body becomes physically present in our awareness. Мы начнем с физических упражнений, и первая вещь, которую нам нужно достичь, это то, что наше тело становится, начинает осознавать свое физическое существование. We need to perceive it as an integral part of our life experience in the moment. Мы должны телом принять в настоящем моменте, что мы существуем, и это цельная часть нашей жизни, тела. Because our body is us. Yeah? We are our body. Потому что тело — это мы, и мы — это наше тело. Okay, so I want you to stand if you can. Так что я попрошу вас встать, если вы можете. For some reason you cannot stand, sit on a chair. Если по какой-то причине вы не можете встать, то оставайтесь сидеть на стуле. And plant your feet on the ground. Поставив ноги на пол. With a certain separation so that you can stand or sit comfortably. Неважно, стоите ли вы или сидите, ноги немножко расставить нужно на ширине таза. И устроиться удобно. Close your eyes. И закройте глаза. And start breathing into the belly and into the chest. И начинайте дышать в живот и в грудную клетку. Slow and deep.
медленно и глубоко. There is no hurry. Нет никакой спешки. You breathe in. Вдыхаете. And out. И выдыхаете. From your belly to your shoulders. Из живота к плечам. Try to expand your ribs in all directions. Попробуйте расширять ребра во всех направлениях. And already now you can notice that you need to choose. И уже сейчас вы можете заметить, что вам нужно выбрать. If you just stay breathing or if you want to start thinking about other things. Хотите ли вы остаться здесь и просто дышать, или вы хотите начать думать о каких-то других вещах? It's a choice. Это выбор. You can focus your attention on noticing how you expand and how you squeeze again. Вы можете направить все свое внимание на то, как вы расширяетесь, и на выдохе сжимаетесь снова, How the air goes in как воздух входит внутрь and goes out. и выходит. And now when you breathe out, I want you to add the sound ah. И теперь на выдохе я хочу, чтобы вы добавили звук «а». And I want you to notice how your chest vibrates while you make this. И заметьте, как вибрирует ваша грудная клетка на выдохе на звуке «а». You breathe deep in. Глубокий вдох. And when you breathe out, you let your body vibrate with На выдохе позвольте своему телу вибрировать на «а». And expand when you breathe in. Расширяйтесь, когда вы вдыхаете. And focus your attention on the vibration. Notice the body, how it vibrates. Обратите внимание на этой вибрации. Обратите внимание на то, как вибрирует тело. And now put your hands behind the neck like this. Теперь сложите руки вот так за шеей. And again, you breathe deep into the shoulders, especially. И опять глубокий вдох, особенно в плечи. And when you breathe out, you make the sound O. И на выдохе произнесите звук «о». And be curious where it vibrates. И обратите внимание на то, где вибрирует этот звук. Oh. Feel the vibration. Чувствуйте вибрацию. Oh. Oh.
Oh. And let your hands go down. Позвольте рукам опуститься. Notice the effect of the vibration on the body and on your body perception. Обратите внимание на то, как вибрация подействовала на ваше тело и на ваше восприятие тела. And continue breathing. Продолжайте дышать. Trust that even if your mind doesn't get it, your body will notice it. Доверьтесь тому, что даже если ваш ум не отслеживает это, ваше тело заметит это. And now breathe deep to the lower belly, so that your belly expands into the space when you breathe in. И теперь сделайте глубокий-глубокий вдох в нижнюю часть живота, так что живот расширится наружу. And when you breathe in, you push your belly forward and the pelvis slightly backwards. И когда вы вдыхаете, то направьте живот немножко вперед, а ваш таз немножко назад. And when you breathe out, you push the pelvis slightly forward. А когда вы будете выдыхать, то таз направьте чуть-чуть вперед. And maybe you notice that the area is somehow becoming fresh. И, может быть, вы заметили, что странным образом воздух становится свежее. Continue breathing and feel your feet on the ground, how they are touching the ground. Продолжайте дышать и чувствуйте, как ваши стопы касаются земли. And let all your weight go on the feet as much as you can. Позвольте всему вашему весу опуститься на стопы настолько, насколько это возможно. So when you breathe, you push with your feet into the ground and it holds you. То есть, когда вы дышите, вы направляете, толкаете свои стопы в землю, которая вас держит. And at the same time, when you breathe in, you start to expand your body, all the body into the space. И в то же самое время, когда вы вдыхаете, то расширяйте свое тело во всех направлениях в пространстве. This means that your body expands in all directions. Это значит, что ваше тело расширяется во всех направлениях. It expands down to the ground with all its weight. Оно расширяется вниз, в землю с всем своим весом. And up. Вверх. And to the sides. В стороны. And forward. Вперед. And also backwards. И назад. You occupy your body with the breathing. Вы занимаете свое тело дыханием. You fill it with the breathing and you occupy it with the breathing. Вы наполняете его дыханием, и вы занимаете его дыханием. And now you also occupy the space around the body with your breathing and with your body. А сейчас вы еще занимаете пространство вокруг вашего тела, вашим дыханием и вашим телом. And you let your body do, standing or sitting, whatever it needs to do.
И позвольте вашему телу делать то, что оно делает, стоит или сидит. If it needs to move a little bit, you let it move a little bit. Если телу нужно немножко подвигаться, позвольте ему немножко подвигаться. If it's shaking slightly, you let it shake slightly. И если оно немножко трясется, позвольте ему немножко потрястись. But you don't think, you just let it be. Не думайте, просто позволяйте ему быть. And notice that in a strange way, the body is quite present now. И заметьте, что странным образом, но тело сейчас довольно-таки присутствует именно сейчас. This was something like 10-12 minutes. Это было сколько, 10-12 минут? In the morning, when you get up, you can do this. И утром, когда вы просыпаетесь, можете делать такую же процедуру. You cut out this part from the video and just do it. Можете просто на записи, которая будет, взять эту часть видео и делать каждое утро. To start the day with energy. Так, чтобы начинать день с энергией. Okay, now we come to the main training. Теперь мы we are перейдем more physical. к нашему основной тренировке. Yeah. So we can only choose if we are fully present in the moment. Мы можем выбирать только тогда, когда мы полностью присутствуем в моменте. Yeah, the choice is I'm here and I have to go this or that direction. Выбор — это то, когда вот я здесь, и я могу идти вот этим направлением или этим направлением. For this, we need to notice what is, the reality situation, and also what we want or what we need. Для этого нам нужно знать, что есть сейчас, то есть нашу реальную ситуацию, и то, чего мы хотим. And according to this, we take the decision of the choice. И в соответствии с этого мы принимаем решение о выборе. So for now, try just to put your attention in the now. То есть сейчас попробуйте сфокусировать внимание на том, что есть сейчас. Yeah, the now is what you perceive now through your senses. То, что есть сейчас, это то, что вы воспринимаете сейчас через ваши органы чувств. What you see, what you hear. Что вы видите, что вы слышите. What you smell, what you taste. Что вы ощущаете на запах, на вкус. But most of it is what you feel on the skin, on all over the body. Но больше всего это то, что вы чувствуете кожей всего тела. Breathing helps a lot. И дыхание очень помогает в этом. Don't try to think about what you perceive. Не старайтесь подумать о том, что вы воспринимаете. And there's also nothing to do about. И также здесь нечего делать на эту тему. Just notice and observe that you're happening in life, in space. Просто наблюдайте то, как вы случаетесь в жизни и в пространстве. Maybe you notice that your mind is not really agreeing to stay silent. Может быть, вы заметите, что ваш ум на самом деле не очень соглашается быть молчаливым. But it wants to say something. Что он хочет сказать что-то. To comment. Прокомментировать. Or to understand. Или понять. Or maybe to grab an experience. Или, может быть, выбрать какой-то метод, опыт. Yeah, this is a habit. Это привычка. Yeah, it's very tempting. Она очень соблазнительная. Just this, I discovered this, I need to know it, I have to grab it. Yeah, this is, yeah. Например, я сейчас что-то заметила, что-то открыла, и я должна это запомнить, схватить, запечатлеть. In a way, as if you don't trust that the body, just by experiencing it, is already absorbing it. И если мы будем доверять, то наше тело, просто проживая это, уже впитает это. So try not to do it. Try don't to do anything with your mind. Так что попытайтесь ничего не делать сейчас своим умом. Just try to stay in the moment. Просто будьте в моменте. Not grabbing, not knowing.
не хватаясь за момент, не узнавая ничего, just sensing. только воспринимая. Maybe you will notice that if you try not to do anything with your mind, Может быть, вы заметите, что если вы пытаетесь ничего не делать умом, yeah, that it feels somehow strange in the body. это чувствуется немножко странным в теле. Yeah, for some it can be a kind of an alert, Может быть, это какое-то чувство возбуждения or some kind of nervousness или какая-то нервозность, or uneasiness, или какая-то неустроенность, or maybe some kind of sensation of subliminal danger. или какая-то, может быть, небольшая поверхностное чувство опасности. Something that it's not usual, that you are not used to, you are not absolutely comfortable with. Что-то, что не совсем обычно, вы к этому не очень привыкли, и вы не чувствуете себя с этим комфортно. And I want you to put attention to this sensation. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на это ощущение. And notice that it is physical. И заметили, что это ощущение физическое. It's physical because it happens somewhere in or near your body. Оно физическое, потому что оно случилось внутри или где-то в районе вашего тела. So I want you to breathe Так что я хочу, чтобы вы дышали and just to sense it with your body. и воспринимали это телом, To be curious, с интересом, to choose. выбирали. Now I want to feel this strange sensation. Сейчас я хочу почувствовать это странное ощущение. I don't know what it is, I don't care. Я не знаю, что это такое, и мне нет дела до того, что это такое. Roberto says I will survive, so I will survive. А Роберто сказал, что я выживу, значит, я выживу. In a way, the habit of the body, this means that you do not choose, Каким-то makes образом, us, yeah, вот эта привычка в теле, а это значит, что мы не выбираем, makes us breathe less, эта привычка заставляет нас меньше дышать. yeah, tense some muscles, Напрягаются мышцы, and somehow squeeze the body. и тело определенным образом сжимается. So if you notice that this is happening to you, yeah, don't change it. И если вы сейчас заметили, что это происходит с вами, не меняйте это. Just observe. Просто наблюдайте. We are now learning something, Мы сейчас кое-чему учимся. not succeeding and making something right. Мы не пытаемся чего-то достичь или сделать что-то правильно. I want you to notice, yeah, wherever in the body there's this sensation of uneasiness, let's say. Я хочу, чтобы вы заметили, что где-либо, если есть в вашем теле это ощущение неловкости, неприятности, And notice, yeah, how something in the body is somehow reacting to it. и обратите внимание, что тело каким-то образом на это ощущение реагирует. Yeah, this is a habit. Это привычка. Yeah, and by becoming aware of your habit, И когда мы становимся, когда мы знаем эту привычку, yeah, you will be able to choose to change it мы можем выбирать изменить ее, if you want. если мы хотим этого. Choices are always based on free will. Выбор — это всегда зависит от свободной воли. So whatever you notice that your body is doing in tensions and reduced breathing, notice it. Stay with it. Как только вы заметили, что ваше тело что-то делает, меньше дышит, напрягается, просто замечайте это, останьтесь с этим. Yeah, and the longer you stay with this, И чем дольше вы с этим остаетесь, the more you will become aware that the body becomes less alive, тем больше вы будете замечать, что тело становится менее живым, less awake, менее пробужденным and also less happy. и также менее счастливым.
but it feels safe. Но оно чувствует себя в безопасности. It feels, yeah, like when I do this, it's like feels safe. Когда я это делаю, это безопасно. Yeah. It's a little contradiction because, yeah, actually what we are doing right now is the body is becoming weaker. Это на самом деле противоречие, потому что то, что сейчас мы делаем, тело становится слабее. And to be safe and weak is a contradiction. А противоречие как раз в том, что невозможно быть в безопасности и слабым. Yeah, this is the trap of the pattern, of the habit. И вот это и есть ловушка этого паттерна, этой привычки. It tells us if you continue doing what you are doing, everything will be all right. Привычка говорит, если ты будешь делать то, что ты делаешь, все будет хорошо. Actually, what we do is we burn our energy and become weak. А на самом деле то, что мы делаем, это мы сжигаем свою энергию и становимся слабыми. So hold the efforts a little more. Так что держите еще больше сейчас усилий. Do them a little stronger. Сделайте эти усилия сильнее. And now let them go. Choose to let them go, not to do them. А теперь отпустите их. Выберите не делать их, отпустить их. So let go of the efforts in the shoulders, in the neck, in the Отпустите face, усилия в плечах, в шее, в лице, in the belly, in the legs. в животе, в ногах. Breathe as much as you need and can. Дышите настолько, насколько вы хотите и можете. Allow your body to move freely, Позвольте телу двигаться свободно, to expand in space, расшириться в пространстве, to really step out of this narrow space of safety that you were before. выйти из этого узкого места безопасности, в котором мы были до этого. Even if the sensation of uneasiness becomes stronger in the body, this is not important. This is just energy. Даже если это неприятное ощущение стало сильнее в теле, это ничего не значит, это просто энергия. Take your time. Не торопитесь, Enjoy. наслаждайтесь. Notice that for the body, it's a relief to step out of this squeezed position. Обратите внимание, что для тела это освобождение в этом избавлении от сжимающей позиции. Yeah, for the body, it's actually a pleasure to be thrown into the freedom of uncertainty. Для тела большое удовольствие быть выброшенным в свободный мир неопределенности. So now I have a question to you. Теперь у меня есть к вам вопрос. What is really important for you in your life that you are not managing to achieve? Что действительно важно в вашей жизни, что вы не можете достигнуть, чего вы не можете достигнуть? Yeah, it can be whatever. Yeah, it can be that I want to travel to Tahiti and I will never manage because I have no money. Это может быть все что угодно. Может быть путешествие на Таити, которое никогда не случится, потому что не хватит денег. Yeah, I want to meet the partner of my life, but I never manage because I'm too shy. Или я хочу встретить партнера своей мечты, но я не смогу, потому что я слишком стесняюсь. I want to create this kind of project because, but I cannot because I'm too weak. Или я хочу создать какой-то проект, но не могу, потому что я слишком слаб. I want to have children, but I cannot because I'm too old. Или я хочу иметь детей, но я не могу, потому что я слишком стар. Just examples, okay? But there can be many other things. Это просто примеры, это может быть миллион разных других вещей. So I'm asking you, what is for you really dear, important for you that you are not fulfilling in life? Так что я хочу спросить у вас, что для вас является дорогим и значимым, что вы не можете достичь в жизни? So close your eyes, Закройте глаза, breathe deep, дышите, глубоко дышите, and feel in your body и почувствуйте в теле, what it really needs and loves to feel alive. что телу действительно нужно и к чему оно стремится, чтобы быть живым.
to feel worthwhile. чтобы быть значимым. And don't try to think it. Thinking it doesn't help. Не старайтесь обдумать это. Думание ничего не поможет здесь. Yeah? Perceive it with your skin, Воспринимайте это своей кожей, with your belly, своим животом, yeah, with your butt. своей попой. Yeah, what your body wants in life. Что ваше тело хочет в жизни. And don't try to grab solutions. Не пытайтесь достичь решения. Just open a question. Просто откройте этот вопрос. Expand your body in space with this question. Расширяйте свое тело в пространстве с этим вопросом. Just give your body time to breathe. Дайте своему телу время дышать And to want. и хотеть. And feel in the body what motivates it to want this. И почувствуйте в теле, что мотивирует тело хотеть это. You see, there's no logic behind. There cannot be a logic behind. Здесь нет никакой логики за этим, и не может быть никакой логики. I promise there's no logic behind having children. Например, нет никакой логики в вопросе про детей. For instance. Например. So don't try to find logics. Just feel in the body what is the wave, the sensation that motivates it to want this, what you want. Так что не пытайтесь понять это логикой, просто почувствуйте, какие ощущения, что мотивирует тело хотеть то, что оно хочет. Yeah, what moves it to love it? Что движет телом к любви, к этому? Yeah, what moves your heart? What moves your soul? Что движет вашим сердцем? Что движет вашей душой? Again, not an explanation. It's a wave. It's a power. It's something that you can only notice physically, not understand it. Это не объяснение, это волна, это сила, это что-то, что мы можем только почувствовать физически, а не понять. And I want you to breathe. Я хочу, чтобы вы дышали. And to give it space in your body. И дали этому телу место в своем теле. And now pay attention to what hinders you to achieve it in your life. А теперь обратите внимание на то, что не дает это достичь этого в вашей жизни. What hinders you to go for it? Что препятствует тому, чтобы вы шли к этому? To choose to focus all your attention and energy on this issue. Что препятствует тому, чтобы вы сфокусировались полностью на том, чтобы посвятить все свое внимание этой теме. And this can be a belief. Это может быть какое-то верование. I'm too stupid, too small, too ugly, too poor. Yeah, it can be a belief. Например, я слишком глупый, страшный, бедный. Это просто верование. It can be a sensation of being weak or not trusting. I cannot trust that I will manage. Это может быть ощущение слабости или ощущение недоверия, что я не доверяю, что я смогу. It can be an attitude like giving up. Или может быть отношение, когда мы сдаемся. It can be fear not to manage. Может быть страх, что не получится. Or to lose something that you have if you try to go this way. Или страх того, что можно лишиться чего-то, что есть сейчас, если пойти этим путем. Yeah, and I think this point is really, really important. И эта точка очень-очень важная. And I would, if you notice somehow what it is, to write it down. Обратите на это внимание сейчас и запишите это. If you have questions to this, I also would propose to you to write it now into the chat, that I can read and I can give you some feedback about. И если сейчас у вас есть вопросы, то напишите их в чат, чтобы Роберто мог вам сейчас ответить на это. Short. Коротко. But continue breathing. Но продолжайте дышать. And noticing both. И продолжайте наблюдать. The love of your heart.
продолжать наблюдать за любовью в сердце and what stands between you and achieving this. и за тем, что стоит между вами и достижением этого. Okay, I see there's no answers. Пока нет никаких вопросов, ответов. Okay, okay, there's one. What is hindering is the fear to lose what she has at the moment. The fear of? Fear of losing what is there now. Okay, very good. So just take this example. Yeah? Да, очень хорошо, что можно взять этот пример. Shall I read the other one? Yes. The other one is I want a relationship, but I'm afraid of losing the freedom. Okay, very good. Yeah, you see, there's something that we want, yeah, and something that stands between us. But this something now, the fear of losing what you have, or the fear of losing freedom, that's also something that you have. Yeah, yeah. This is something that you experience in the body. There are some others. Yes, сейчас I'll translate quickly. То есть вот это, в обоих случаях это страх, то есть страх потерять то, что есть, страх потерять свободу, это что-то, что происходит в непосредственном опыте тела. There is the disappointment that disappointment that it's not possible to reach the desirable. The frustration. She's meaning frustration somehow. Well, literally, it's disappointment. Okay. Yeah, the other one is in English. Mm-hmm. Okay. So you see, either if you feel a kind of fear to lose something, or you feel this kind of disappointment or frustration, fear of rejection, or it's just an unpleasant physical sensation, yeah, this pops up every time that we want what we love. It automatically just happens and becomes absolutely real. Вот это ощущение был и страх потерять то, что есть, и страх потерять свободу, и разочарование, и даже просто неопределенное ощущение неприятное в теле. Это что-то, что возникает каждый раз, когда мы начинаем думать об этом достижении, о том, чтобы двигаться туда, куда мы хотим, и оно возникает как на уровне тела и становится как будто бы реальностью. So what I want you to do now, it's not easy to do. То, что я хочу, чтобы мы сделали, это не очень просто сделать. But I want you really to put all your curiosity into this, okay? Но я хочу, чтобы вы направили на это все свое любопытство, весь свой интерес. Yeah? So I want you to agree for a while fully to be this way. Я хочу, чтобы вы полностью сейчас согласились быть таким, испытывать это. To be afraid of losing your freedom. Испытывать страх потерять свободу. To lose what you have. Испытывать страх потерять то, что есть. To be rejected. Быть отвергнутым. Yeah. To have the disappointment in the body. Иметь разочарование в теле. To feel this heaviness and this tension in the body. Just feel it. Notice it's there. Okay. Yeah. Чувствовать это тело, тяжесть и напряжение в теле, оно просто есть. Вот почувствуйте, что оно просто есть. Yeah. And parallel to this, you will notice on one side that your love is dying. И вы почувствуете, что с одной стороны ваша любовь умирает. Yeah. That it kills really your love. Что эти чувства убивают вашу любовь. And at the same time, there's a kind of a dark cloud, like a heavy atmosphere, yeah, going on you.
И в это же самое время появляется какое-то черное облако, такая тяжелая атмосфера, которая накрывает вас. Yeah, there can be an additional sensation of helplessness. Может быть, добавится чувство беспомощности, Yeah, of despair. неудачи. Yeah. Don't believe it too much. Just notice it happened. Не верьте этому слишком сильно, просто заметьте, что это случается. I asked you 2 questions, Я задам вам 2 вопроса, and boom, it happens. и видите, это случается. What means that in a way, even if you are not aware of it, you're producing it. И это означает, что определенным образом, даже если вы не замечаете это, вы создаете это Somehow. каким-то образом. And this is what we want to learn now. И это то, чему мы хотим научиться сейчас. So I want you to stay with this sensation of fear, with this heaviness, with the tension. Так что оставайтесь сейчас с этим ощущением страха, разочарования, тяжелого чувства. And notice how you're holding it in the body. И обратите внимание, как вы держите это своим телом. Some will tense a little bit the middle back. Может быть, будет напряжение в середине спины, Or the forehead, или во лбу, or the throat and the jaws. или в горле и челюсти. Your breathing will be in a very specific way. Какое-то особенное дыхание будет развиваться. The posture of the body will be maybe a little squeezed or strange. Поза тела изменится, сжавшись или приняв странное положение. Maybe your pelvis area is contracted. Может быть, область таза сожмется. And notice that the more you do this, the stronger the sensation of heaviness, helplessness, and so on becomes. И обратите внимание, что чем больше вы это делаете, тем сильнее становится ощущение слабости и безнадежности. And this is the physical way how you do this way of being. И это на физическом уровне, это то, как мы проживаем такой опыт. Every time you love something, you want something from heart. И каждый раз, когда мы стремимся к чему-то, хотим чего-то всем сердцем, Automatically you go to this. автоматически мы идем к этому. So I want you to really to try to learn it. Я хочу, чтобы вы изучили это. Because this is what happens when you lose your ability to choose in daily life. Exactly this. Потому что именно это случается тогда, когда мы теряем возможность выбирать в ежедневной жизни. Yeah, this is a trap experience. Это ощущение, это ловушка. Yeah, and it becomes, each time you don't get what you want, it becomes overwhelming. И каждый раз, когда мы не получаем то, что хотим, оно становится, охватывает нас целиком. And when it's overwhelming, you cannot go for what you want. А когда оно охватывает нас целиком, то мы не можем идти к тому, что мы хотим. Keep it intentionally for a while. Держите это намеренно какое-то время. This is your friend-enemy. Это ваш друг-враг. Because you do it, but at the same time, it's not good for you. Потому что вы делаете это, но в то же самое время это для вас нехорошо. So if you want to kill it, yeah, you have to smile to it. Поэтому, если хотите убить это, то вам нужно улыбаться этому. Yeah? Because you will deal with it not once, you will deal with it many times. Вы не один раз с этим столкнетесь, вы столкнетесь с этим много раз. And each time you meet it, you have to say, cool, I saw you again, now we will. И каждый раз, когда вы встречаетесь, вы должны сказать: круто, я тебя встретил опять, сейчас мы будем драться. Okay, now let go all the efforts again. А теперь отпустите все усилия. Don't try to think right now. Не думайте сейчас. Let go the efforts in the shoulders, in the neck, in the face, in the pelvis. Отпустите напряжение в плечах, в шее, в тазу. And agree not to know. И согласитесь с тем, что вы не знаете. Not to be sure. Не согласитесь с тем, что вы не уверены. Not to control. Не контролируйте. Whatever you experienced before, yeah, don't try to stay safe from it.
Что бы вы ни испытывали до этого, не пытайтесь остаться в безопасности от этого. Just release all the efforts in the body as much as you can. Просто отпустите все усилия тела настолько, насколько вы можете. And trust that your body can deal with them. И доверяйте тому, что тело может с этим справиться. Your body can be afraid. Ваше тело может бояться. And it can be disappointed. Может быть разочаровано. It can be even weak sometimes, so. Оно даже может быть слабым. But you refuse to squeeze it. Но вы отказываетесь сжиматься. You refuse to suffocate yourself from breathing. Вы отказываетесь задыхаться и отказываетесь переставать дышать. You refuse to put your body squeezed in a little box. Вы отказываетесь от того, чтобы сжать тело в маленькую коробочку. And remember what you really want. И помните о том, чего вы действительно хотите. And allow to be with what you want. И позвольте себе быть с тем, что вы хотите. Fully. Полностью. In space. В пространстве. Expand it in space. Расширяйте это пространство. Don't try to find a solution. Не пытайтесь найти ответ. Just be it. Просто будьте. Breathe it. Дышите этим. Be it with the body and don't do anything with this. Будьте с этим в теле и ничего не делайте с этим. Okay. And now I want you to think about your daily life. А теперь я хочу, чтобы вы подумали о своей ежедневной жизни. I want you to think about all the situations that you don't choose. Хочу, чтобы вы подумали обо всех ситуациях, в которых вы не выбираете. But automatically you fall into kind of routine. Но автоматически попадаете в какую-то рутину. It can be the routine of just let's look for the mobile phone and see news. Может быть, это рутина смотреть в телефон и не смотреть новости. Or just going for a while again to social network. Уходить в соцсети. Running to the kitchen to just grab some chocolate, something to eat. Или бежать на кухню и брать что-нибудь вкусненькое, шоколадку, чтобы съесть. Or having to put music. Или включать музыку. Or distracting yourself with daydreams. Или отвлекаться на какие-то мечты. Or just having to do, being busy all the time. Или просто на то, чтобы что-то все время делать, на то, что нужно что-то все время делать. I want you for sure, you recognize one or two of them, and just remember one of them. Я точно знаю, что одну из этих привычек вы точно в себе узнали, так что выберите просто одну из них. A situation where you fall into doing automatically something that you always do, that you don't choose, just do. Выберите ситуацию, в которой вы что-то делаете, не выбираете, а просто делаете. And pay attention to which is your not choosing mechanism. И обратите внимание на этот механизм неделания. Какой он? Not choosing mechanism can be, I grab to my phone, I put it up, and I make the automatic pattern, to open it. Механизм неделания может быть такой. Я достаю телефон и делаю вот это автоматическое движение, чтобы открыть его. I grab to the cigarettes and I automatically start to prepare it. Или я достаю сигареты и автоматически начинаю готовить сигарету. Okay. And think of this moment, feel this moment. Подумайте об этих моментах и почувствуйте эти моменты. How it feels when you do it. Как ощущаете? When you follow it, when you follow it. Когда вы следуете этому, как вы ощущаете это? There's something that you're trying to get when you follow this. Что-то вы хотите получить, когда вы следуете этой привычке. It can be a fast satisfaction. Может быть, быстрое удовлетворение. Or trying to avoid a sensation of emptiness. Или попытка уйти от ощущения пустоты.
or of uneasiness или от какой-то тяжести, or frustration, или от какого-то беспокойства. and agree to be fully in this experience. Согласитесь быть полностью в этом опыте. And notice again what happens in your body. И опять обратите внимание, что происходит в теле. And stay with this. И останьтесь с этим. Yeah, it's a moment when you are not choosing. Это тот момент, когда мы не выбираем. You're just running into one direction. Мы просто бежим в одном направлении. And in a way being a slave of this act. И становимся рабом этого акта. Not choosing. Не выбирая. And when you don't choose, losing your freedom. А когда мы не выбираем, мы теряем свою свободу. So again, what I'm describing doesn't for sure not feel comfortable and nice. И то, что я описываю, точно не кажется и не ощущается комфортным или приятным. But I want you to become aware. Но я хочу, чтобы вы осознавали Also for your daily life. В своей ежедневной жизни, в том числе, what you are doing to yourself. Что вы делаете с собой. And notice it for a while again, the kind of efforts of squeezed, of lack of air, of space. И опять обратите внимание на ощущение сжатия, нехватки воздуха, нехватки пространства. And to notice it better, do it a little more. И чтобы лучше это заметить, сделайте эти усилия больше. All a little stronger. Немного сильнее. If you do this, you're already choosing. Если вы это делаете, то вы уже выбираете. You're choosing to know what you are doing. Вы выбираете знать то, что вы делаете. If you know what you do, you can undo it. Если вы знаете, что вы делаете, вы можете не делать этого. Just try to run away, you will never manage to control this. Если вы просто убегаете, то вы никогда не сможете управлять этим. So notice it. Так что наблюдайте за этим. Hold it. Держите это, задержите. And now let go. Choose to let go. И отпустите. Выберите вы отпустить. Not to do it. Не делать это. And again, you breathe and you let your body move. You can stretch. И опять дышите, позвольте своему телу двигаться, растянитесь. You get out of the position of holding the mobile, of eating something, of preparing the cigarette, whatever you were doing. Выходите из позы, из позиции, когда вы берете мобильный или едите, или курите. And agree to be just in the moment. И согласитесь быть просто в моменте. Even if it feels frustrated or dissatisfied. Даже если кажется, что есть какое-то неудовлетворение или фрустрация. But agree to be in the moment. Yeah? Thirsty, wanting, fully present. Согласитесь быть в моменте, жадным до момента, абсолютно присутствуя в моменте. You see, the aim of being in the moment is not to satisfy immediately your thirst. Цель того, чтобы быть в моменте, не в том, чтобы незамедлительно удовлетворить вашу жажду. Now, the aim to be present in reality with the thirst, is Цель that того, this thirst. Цель того, чтобы быть в реальности с этой жаждой, is to stay awake to find the best source of water. Заключается в том, чтобы найти, чтобы быть достаточно пробужденным и найти лучший источник воды. So we need to be thirsty. Так что нам нужно ощущать жажду. Happily thirsty. Счастливо ощущать жажду. Happily wanting a relationship despite the fear of losing our freedom. Счастливо хотеть отношений, несмотря на страх потерять свободу. Yeah, happily wanting whatever we love, despite the fear, despite the dissatisfaction, despite the disappointment. Счастливо желать того, что мы любим, несмотря на страх разочарования, страх неудачи. Breathing and taking space in the body. Дышать и занимать место в пространстве.
And I want you to choose every moment now to be here. With every breath you decide, now I stay here. И каждый момент я хочу, чтобы вы выбирали, сейчас я остаюсь здесь. To want to notice your body. Замечать, что хочет тело. To want to notice the sensations. Хотеть замечать ощущения. Don't believe the interpretation of these sensations. Не верьте интерпретациям этих ощущений. Yeah, I may feel some kind of cold. Yeah, I say, okay, it's cold, so what? Может быть, мне немного холодно, но я говорю себе, ну, холодно, и что? Trust your body and let it happen. Доверяйте своему телу и позволяйте этому случиться. The more you let it happen, the more you will notice that your body is happy to be with this. Чем больше вы позволяете этому случиться, тем больше вы замечаете, что тело счастливо быть с этим. So choose from the body to want to be happy. Так что выбирайте телом хотеть быть счастливым. Choose to feel strange. Выбирайте чувствовать странно. Choose to be alive. Выбирайте быть живым. And notice what for your body has priority right now. И замечайте, что для вашего тела является приоритетным прямо сейчас. And choose to give priority to what is priority to your body. И выбирайте давать приоритет тому, что является приоритетным для вашего тела. It can be a physical need. Это может быть физическая потребность. Or maybe it's a wish of your heart or of your soul. А может быть желание вашего сердца или вашей души. That, by the way, all happen in your body. И это все происходит в вашем теле. And stay with this wish and this need. Decide, choose to stay with it. И оставайтесь с этим желанием и с этой потребностью. Решите остаться с ней. To feel it. Чувствовать ее. And not to automatically fall into any strategy of distraction. И избегать автоматического попадания в любые стратегии, которые отвлекают от этого. Don't try to know what you have to do. Не пытайтесь знать, что вам нужно делать. Let your body be thirsty. Дайте своему телу чувствовать жажду. And then your body will tell you what it really needs to do. И тогда ваше тело скажет вам, что ему действительно нужно делать. This is to choose in freedom. Это означает выбирать свободно. Breathe. Дышите. And slowly, lay down. И теперь потихоньку ложитесь. To the ground, to somewhere that you can really lay. На пол или туда, где вы можете действительно лечь в позицию лежа. And while you lay, you allow your body to rest. И пока вы лежите, позвольте своему телу отдохнуть. But still you breathe. Но продолжайте дышать. And you decide, you choose from the body to be present. И решайте, выбирайте из тела быть присутствием. With all its sensations. Со всеми ощущениями тела. With all its fear. Со всеми страхами его. With all its pain. Со всеми его болями. It happens. Это случается. You smile. Вы улыбаетесь. And you enjoy to be alive. И вы наслаждаетесь тому, что живы. Тем, что you trust the ground to hold you. Вы доверяете земле, что она вас держит. You drink the air that you can get. Вы пьете тот воздух, которым вы дышите. And you let your body be full of whatever is there. И позволяйте своему телу наполниться всем, что его окружает. You see, you choose. Вы выбираете. Because you can choose. Потому что вы можете выбирать. You cannot choose what is beyond your control. Вы не можете выбирать то, что находится вне вашего контроля. You cannot choose to now go to the street, maybe. Может быть, даже вы не можете выбрать выйти на улицу сейчас.
or to meet people, или встречаться с людьми, or to hug or love somebody that you would like to. или обнять или любить кого-то, кого бы вы сейчас хотели. But you can choose to be as alive as possible. Но вы можете выбирать быть настолько живыми, насколько возможно. In every moment of your life. Каждый момент вашей жизни. This is our freedom. Это наша свобода. Slowly, slowly, you start moving the feet and the hands. Теперь медленно начинайте двигать руками и стопами и ладонями, The ankles and the wrists, запястьями и щиколотками, and the knees and the elbows, локтями и коленками, and the hips and the shoulders. бедрами и плечами. And you take a deep breath. И глубоко вдохните. And you stretch. Потянитесь. And slowly, slowly, you open your eyes and you sit up. И медленно открывайте глаза, садитесь. And we have to come to the end of this webinar. И мы подошли к концу нашего вебинара. I would maybe like to see your faces. И, может быть, я бы хотел, если можете, увидеть ваши лица. And to get a little feedback. И услышать ваше мнение. What you found out. Что вы обнаружили. If there was something difficult that you didn't understand. Что было, может быть, сложное, что вы не поняли. Some insights. Какие-то открытия. Somebody wants to say something, some comments? Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? You want to say them or you want to write them down? Можете сказать, можете написать. Okay, if there are no comments, oh, yes. You see, I'm answering to a question that says, I'm afraid this big wish is not real, not so true to my heart. Роберто, вот сейчас ответить на вопрос. Вопрос такой. Я боюсь, что моя большая мечта не настоящая и не является правдой моего сердца. Yeah, Воображаемая. I understand the question. The only way to find out is again, to try to breathe it from the body and not to think it, to say, I have no idea, and really to have no idea. The minds are very tricky with this, I agree. Единственный способ понять это довериться своему телу и не анализировать это, а просто чувствовать через тело, потому что ум очень изобретательный и может всячески интерпретировать это. Maybe we will do some webinar about silence to train to silence more the mind. Может быть, имеет смысл сделать вебинар о тишине, который как раз посвящен тому, как ум как бы в тишину погрузить. Yeah, we will see. Yeah.
the point is, if you close now your eyes Если вы сейчас закроете глаза and you breathe и дышите, and just feel the air going in and out, и просто почувствуете воздух, который входит и выходит, and you expand your body, и расширяете your свое chest, тело и свою грудную клетку, and you just stay with this, и просто останьтесь с этим, you don't think about this issue. не думайте об этой теме, You will notice in a certain moment if your body says, I want to go into this direction or not. и в какой-то момент вы почувствуете, как тело говорит, я хочу идти в этом направлении или не хочу. If there is no movement in your body, it's not. Если в вашем теле нет никакого движения, значит нет. If there is a slight, even if it's very slightly, yeah, there's something, even if you don't know what it is, something is pushing you in some kind of this direction. Если есть какое-то движение, даже, может быть, если оно совсем маленькое, то значит, есть что-то, что двигает, что направляет вас в этом направлении. Okay, so there's another comment that Thank you very much for the new experience that I received with you. An experience of the new way how to contact with the body, with the attention to yourself, and with care. Thank you from my heart. Okay, you're very welcome. Yeah. Большое пожалуйста. Okay, so if there are no more questions, I just want to say that probably next week we will start with the online training. Если больше нет вопросов, то Роберто хотел бы сказать, что на следующей неделе мы начнем обучение онлайн. Where we will work with stopping movement. И это будут тренировки с стоп-движением. Okay, where we will move different parts of the body with music. Мы будем под музыку двигать разными частями тела. And through these exercises, we will learn to create silence, to raise the level of energy in the body, and to become really aware of us and our patterns. И через эти упражнения мы будем учиться тому, как ум погружать в тишину, как наблюдать за своими паттернами в жизни и управлять ими. I will send you the information via mailing, also on Facebook. Я отправлю информацию по почте, и также она будет в посте в Фейсбуке. The idea is to make it twice a week, for 1.5 hours. Идея в том, чтобы сделать 2 раза в неделю по 1,5 часа такие занятия. It will be a training program over very, very long time. И это будет такая программа, которая будет рассчитана на тренировку в течение долгого времени. And it would be nice to see you there too. Так что будет очень хорошо вас тоже там увидеть. Okay, so if you have questions or suggestions about this seminar that webinar that we did today, or something about the future, please let me know. Если у вас есть вопросы или предложения по поводу этой темы сегодняшнего вебинара или каких-то других, то, пожалуйста, дайте мне знать. Okay. So, if there's nothing else, I say goodbye. Если больше ничего нет, тогда я с вами прощаюсь. Thank you so much for coming, Спасибо, for attending, and see you next time. И увидимся в следующий раз. Okay. Goodbye. Спасибо, до свидания. Всем пока. До свидания. Пока. Пока. I have just to see how to go out.